повторюсь, прошло не более 2 недель. Вот смотрите, паучок побежал. Паучок это не страшно. Такой паучок, если на орхидее есть какие-то вредители, например, клещи, он их благополучно съест. Поэтому паучков я не убираю и не убиваю. Смотрите, настроение весьма активное. Добрый день, друзья! Конец апреля, начало мая, скоро лето. И это самый большой сезон для получения азиатских орхидей по почте. И что с ними дальше делать, всегда много вопросов. На примере 4 орхидей я вам сейчас расскажу и покажу, что я делаю с такими орхидеями. Но чтобы не делать видео очень длинное, я разделю его на 2 части. Первое видео будет про шиллериану и Сога Даймонд, и второе видео про 2 другие орхидеи, скажу позже. Но что самое удивительное, мы теперь можем получить орхидей не только по почте, а недавно моя подписчица из Новочеркасска написала мне, что она заказала орхидей на Озоне. Я была крайне удивлена, никогда не видела ни на Озоне, ни на Wildberries продажу живых орхидей, но на этих 2 маркетплейсах появились живые орхидеи, именно азиатские и маленькие. И если у вас есть желание заказать орхидею на маркетплейсе, то, пожалуйста, очень внимательно читайте отзывы о продавцах. Я не стала там разбираться, какие продавцы, но просто констатирую факт, что можно теперь не только где-то в группах каких-то заказать, но и на вот этих 2 маркетплейсах тоже появились живые орхидеи. Но когда мы их получаем, какая разница, по почте мы их получаем или же в Озоне и Wildberries, все равно нужно что-то потом предпринимать, потому что они одинаково идут в посылках. Абсолютно одинаково упакованы, просто вы можете получить их не на почте, а в другом месте. Но я купила орхидеи, вот эти 4, которые я сегодня покажу, в следующем видео покажу еще 2. Я их купила у Александры Красиной. Я вам их уже показывала, когда я их купила, что я с ними делала. Даже одну мы с вами орхидею пересадили. Все ссылки на видео, в которых я рассказывала об этих орхидеях, я оставлю в правом верхнем углу экрана. Итак, 2 орхидеи. Это шиллериана и Сога Даймонд. Их я приобрела в начале апреля. И показала вам первый раз у шиллерианы было 4 листика, но 1 листик уже пожелтел и погиб. Но она растет цветонос и даже наливает бутончики. И еще 1 лист тоже желтеет и тоже почти от шеи. И казалось бы, что-то нужно предпринимать, потому что от шеи там может быть какие-то повреждения. Но вот на самой шее, на самом этом листе, давайте я вам поближе это покажу. Вот здесь на самой шее нет пожелтений. Пожелтение этого листа идет как-то, ну, не от середины листа и даже не от начала листа. Я пока не трогаю этот лист. Ну, зачем его снимать? У нее, у бедненькой, всего это 2 листа останется. Но меня радует то, что, во-первых, наливаются бутончики, а во-вторых, посмотрите, в самом горшочке появились носики молодых корней. Еще где-то видела. А вот еще маленький тоже корешок. То есть орхидея жива, и вполне возможно, что пожелтение этого листа ничего не значит. Я недавно купила орхидею бабочку, это было перед 8 марта.
Я ее вам не показывала, потому что она очень быстро отцвела, у меня не было времени даже ее показать. Буквально за 2 недели она сбросила все цветы, и у нее точно так же, как у этой шелерианы, было 4 листика, и 2 листика вот таким же точно образом, они очень быстро отпали. Она тоже в мху. Я ее оставила как есть, и сейчас у нее появился новый лист. Я надеюсь, что с шелерианой происходит то же самое. Очень на это надеюсь. Хотя можно, наверное, показать вам эту бабочку, чтобы было понятно, что же это все-таки происходило. Ну, вернее, что происходило, непонятно, а вот как дальше она растет, очень даже понятно. Вот эта бабочка, это парфюмерная фабрика. Маленькая крохотная бабочка. И вот он, новый лист. Так что все бывает с орхидеями. И хорошее, и плохое. Но мы всегда надеемся только на хорошее. И купила я их вот в таких стаканах мягких, в которых чаще всего выращиваются азиатские орхидеи. И обещала вам показать, как я переставляю орхидеи после покупки. Прошло больше 2 недель. Шелериану я переставила. Видите, она сейчас в другом плотном горшке. А вот эту красивую бабочку я оставила, чтобы показать вам, как я это делаю. Горшок беру большего размера. Эти горшки я оставляю после пересадки мультифлор. Они чаще всего вот в таких небольших горшочках. Что нам нужно сделать? Это аккуратно извлечь орхидею из этого мягкого стакана и осмотреть ее корни. Повторюсь, прошло не более 2 недель. Вот смотрите, паучок побежал. Паучок — это не страшно. Такой паучок съест, если на орхидее есть какие-то вредители, например, клещи, он их благополучно съест. Поэтому паучков я не убираю и не убиваю. Осматриваем корни. За 2 недели начал расти новый корешок. Понемногу раскукливаются корни. Есть один такая гнилая часть. Я его убираю. Что для меня важно? Убрать мох от шеи. Посмотрите, как глубоко посажена орхидея в мох. И вот когда мох влажный находится рядом с шеей, от этого может загнить шея. Просто аккуратно. Или сдвигаю, или вот так убираю какое-то небольшое количество мха от шеи орхидеи, чтобы там циркулировал воздух. То есть шея должна всегда быть выше грунта и хорошо проветриваться. Ни в коем случае не загнивать. Вы видите, что горшок больше, а мох очень плотный и спрессованный. Да, несложно орхидеям расти в этом спрессованном мху, но все-таки я люблю, когда между корнями есть циркуляция воздуха. Вот смотрите, как интересно. Я убираю мох, а здесь появляется новый молодой корень. То есть орхидея в активном росте, несмотря на то, что у нее есть повреждения листьев. Мох я складываю сразу в горшок вниз, потому что он и такой понадобится. И пинцетом и руками делаю его более
воздушным. Ну и чтобы в горшок вот этот поместился. Вот так. И корням будет расти удобнее. Если попадаются внутри горшка гнилые корни, то, конечно, их назад складывать не нужно. Но зато вот здесь тоже внутри есть растущий корень. Вот он маленький. Теперь собираю обратно все корешки аккуратно и ставлю орхидею в больший горшок. Если получились какие-то воздушные карманы и вам они не нравятся, добавьте оставшийся мох. Все, пусть растет. Надеюсь, что она вырастет, зацветет. Это очень красивая бабочка. Очень крупная и красивая бабочка. Ну а как поливать такие орхидеи и удобрять, я расскажу в следующем видео. До новых встреч. Увидимся на канале.